Решил я передний подшипник пока что не менять. Пускай остается так, как есть, потому что не могу снять звездочку, нечем выпрессовать. Короче говоря, задний подшипник, вот это вот новый, и он без люфта, и нет у него значительного выбега. То есть видно, что хоть и старых запасов, но работает нормально. Посмотрим. Сейчас соберем мотор. Соединил на соплях. И в принципе вот так он вращается на 50 герцах. Я думаю, пойдет. Я думал, будет громче. Но до этого реально грохотал. Поставил крыльчатку. Мотор работает достаточно тихо, но с крыльчаткой стал шумнее работать. Особенно когда ближе к максимуму, к 75 герцам. Чувствуется ветерок. Вибраций больше. Два герца. Крышка походу не родная. Здесь вот упирается, а здесь всего два отверстия. По этим не становится. Поставил мотор. Тесновато, тут и неудобно. Коробка скоростей. В принципе, узел целый, но, как всегда, есть определенные приколы от тех, кто там колупался. В принципе, вроде бы все в порядке, кроме ручки, как мне казалось. Однако, без жопоруков тут не обошлось. Видите, вот ту шестерню? Вот это вот. На ней отсутствует штифт, и она смещена. И, блять, вот я начал варить ручку, исходя из того, что вот совместил эту блок-шестерню с той, и вроде бы нормально это положение должно фиксироваться. Хрен там. Значит, что получается? Тут работает вот так вот свободное вращение, а с вот этой вот шестерней не получается полного зацепления. Короче говоря, ее родное положение должно быть смещено вот сюда. Тут тоже что-то непонятное. Положение фиксатора не совпадает с зацеплением. Я не знаю, в чем дело. Сейчас попытаюсь выбить штифт на ручке и посмотреть, в чем прикол. Ну, какая-то жопа, блин. Надо будет разобраться. И громыхает где-то тут что-то. Ну, момент первый. Это вот эта вот ручка. Сейчас она работает нормально, а до этого не фиксировалась в нужном положении. В чем прикол? Прикол в том, что там стоял вот такой вот штифт нездорового человека. Вот штифт здорового человека, а вот это штифт больного человека, который, блин, запихал его, во-первых, не в том направлении, он конический, а во-вторых, он весь погнутый. Пару часов тупую провел время, по той причине, что я все подогнал четенько, чтобы красиво было. Уже нижняя часть заштифтована, уже приварил основательно, верхняя еще не. Но я понял, что что-то не так с этими шестернями. Промыл коробку скоростей путем многократного ополаскивания бензином. Вместо того гужона под отвертку я закрутил гужон под шестигранник. Но так как это делать крайне неудобно без разборки, без снятия коробки со станка, то я это сделал с помощью вот этой вот реверсивной отвертки, видео которое есть на канале. Отвертка пришлась очень кстати, потому что все остальные подбиты очень короткие. А тут как раз подошло. Сейчас мне предстоит тяжелая задача сдвинуть вот эту вот шестерню влево. Она очень хорошо, плотно сидит. Монтировкой предварительной я ее где-то
миллиметра на 1,5 сдвинул. Но, блин, сейчас я не могу снять коробку скоростей по той причине, что вот этот вал, он идет через весь станок, он длинный, а тут нету места для снятия. Это раз. Во-вторых, оно достаточно тяжелое. Мне тут крайне проблематично, очень мало места. В принципе, этот станок тут временно. Но тем не менее, я очень сильно ограничен в габаритах перемещения крупных деталей. Установить тут электромотор и то вала очень та еще задачка. Проблема номер 2 – это как прокрутить шестерню на валу, чтобы совпало отверстие. Короче говоря, гадал, как поступить таким образом, чтобы не заморачиваться с той шестерней и не пытаться ее сдвинуть и поставить на место. Решил поступить следующим образом. Если посмотреть на эту схему, у нас 8 скоростей. Если не использовать эту скорость и эту, вот с данным положением переключателя, то мы получим 6 скоростей. У нас также имеется частотник. В принципе, можно попытаться обойтись. Потом уже в дальнейшем, когда я перееду в более широкую мастерскую, я смогу без проблем снять эту коробку скоростей. А сейчас ее демонтаж представляет массу сложностей. Дело в том, что вал проходит аж до сюда. Тут коробка при демонтаже будет упираться в стену. А станок мне отодвигать сейчас просто некуда. Итого, я приварил вот эту вот ручку, сделав так, что у меня нормально становится в свое положение блок шестерня в правом положении и в среднем, в нейтральном. В этом она не будет эксплуатироваться по той причине, что эта шестерня может пробуксовать на месте. С сыном закинули на место стол. И сейчас вот это вот туда закину. На месте вот этого отверстия стоял вот такой вот центрирующий штифт. И как вы видите, он тоже не совсем прямой. Во время демонтажа стола я не мог его сдвинуть с места по той причине, что он намертво застрял там. По нему херачили молотком, когда его туда забивали. Забивали очень хорошо. Во-вторых, судя по всему, по столу пришелся удар, и этот штифт загнуло. Вероятно, изначально там должна была стоять вот такая вот ручка, но ее там не было. Для того, чтобы этот штифт можно было легко влево-вправо и вытянуть. Сейчас он стоит без этого штифта. Я еще хочу обкататься и проверить. В заднем бронзовом подшипнике скольжения стояло вот такое вот оригинальное кольцо. Оно немножко деформировано, но это в принципе не влияет на его способность к эксплуатации. Каким образом эти кольца работают, хорошо видно в видео, которое выпустил Анатолий Сандемиров. А вот в переднем было вот это недоразумение. Эта пружина от сальника, которая нормально не работала, растянулась и не смазывала. Я вытащил на токарном еще одно нормальное кольцо. Выточил кольцо из вот такой вот трубы толстостенной, которая по наружу ровно 80 мм, как раз то, что мне нужно. Налил я масло в шпиндельную бабку. Уровень, по идее, должен показывать половину, но показывает полный. Кольцо вот таким вот образом ставится, и оно будет подхватываться и создавать масляную пленку. С этой стороны на масленке я выточил вот такие вот крышечки. А с этой стороны тоже такая же вот стояла. Но у меня нашелся вот такой вот колпачок, который совпадает по резьбе
Это для помпы для грузового автомобиля. И в принципе М10 шаг 1 я его туда же закрутил. Было бы у меня 3 таких, я бы их все 3 поставил такие же. Красить я его, наверное, пока не буду полностью. Пока не будет 10 000 просмотров. Он так и останется в таком вот несуразном виде.